Вот так вот. Казан, баран и, нет, не Дастархан, а новые кулинарные удовольствия. Книга «Казан, баран и Дастархан» выходила в свет 10 лет назад. С вот такой, ставшей уже историей обложкой. Здесь есть ссылки на все мои социальные сети. Не забудьте подписаться. Ну и чем же отличается эта книга от той старой? Мне издательство сказало: Сталик, ты сделай новую обложку и сделай там, ну, несколько новых рецептов, чтобы мы могли издать эту книгу под новым индексом. Я ее обновил на 60%. Я все эти 10 лет наблюдал за людьми, кто что готовит. И я выбросил все то, что люди не готовили, и все то, что мне самому не нравилось, и вставил сюда новые рецепты. Новые, многие из которых вы не видели, либо видели только вот в Ютубе. Во всяком случае, в этой книге их не было. Итак, эта книга целиком и полностью о баранине, о том, как разделывать барана, о том, как готовить из барана, как его жарить, парить, варить, тушить, запекать. В общем, все возможные способы приготовления баранины. Рассказываю, во-первых, как выбрать барана. Я полагаю, что это достаточно важно. И о том, как разделывать барана. У нас в Ютубе есть ролик, который был опубликован буквально этой осенью. Считаю, что это очень удачный ролик, который может послужить приложением к этой книге. Но о взаимосвязи между книгой и роликами мы еще поговорим. Итак, как разделывать? Во-первых, все бараны подразделяются на возраст. Молодой, зрелый, старый. И что с ним можно сделать, например, с той либо иной частью туши? Жарка, варка, тушение. Переработать его на фарш первого сорта и переработать на фарш второго сорта. Какая часть на что подходит, обозначена очень просто, значками, видите? Зеленая, значит, очень хорошо подходит. Красная, значит, нежелательно. Желтая, ну, можно, но если осторожно. Как разделывать задо, как разделывать рульку, как что снимать. То есть все это, ну, прям более чем подробно, такой вот учебник, как это делать. Ну и, кроме того, немного об инструментах. Какой должен быть топор, какие нужны вам ножи, какие нужны топорики, как точить, как держать в порядке. И поехали. Ну, например, там джизбыс, вот хасып мы недавно с вами готовили. Кстати говоря, вот посмотрите, что у меня здесь есть. Есть QR-код. Я навожу на него, и мы смотрим с вами именно этот рецепт. Именно этот рецепт, как готовить хасып. Вот у вас в книге написан рецепт, и вот он у вас в Ютубе. Взяли и посмотрели. И если вы все-таки что-то не поняли, несмотря на то, что и в книге прочитали, и Ютуб посмотрели, ну задавайте вопросы по сути рецепта. Пока я жив, я буду отвечать. Хаш, халя-пача, всевозможные блюда из головы, ножек. Вообще говоря, у хорошего кулинара от барана несъедобным остается только навоз. Все остальное можно съесть. И вот здесь, кстати говоря, показываем о том, как можно приготовить что-то с участием шкуры барана. Даже шкуры барана. Кюр, недавний наш рецепт. Одним словом, 60% новых рецептов и 40% рецептов старых. Ну как старые? Они и через 100 лет будут актуальны. Бараны не изменятся. Бараны остались теми же самыми, которых и Чингисхан ел, таких же баранов. И эти блюда, я думаю, что существенно не менялись там за последнюю 1000 лет. Разве что какие-то продукты в них попадали. А вот это блюдо мы с вами не готовили. Знаете, что это такое? Это мясо. Его так готовят в Азербайджане, в горных местах, в Габале. Мясо, приготовленное между двух горячих камней. Вот такой рецепт здесь есть, можно потом когда-нибудь попробовать. Рассказ про академика шашлыка из Азербайджана, уникального шашлычника, который готовит, нарушая все правила. И рассказ про самый лучший мангал, как он должен быть устроен. Мне часто задают вопросы, как мангал, какой высоты, какой глубины. Все рассказываю, все очень подробно. Берите мастера, берите болгарку, берите сварку и делайте. И в том числе мангал кирпичный. А почему нет? Как обращаться с углем?
И большая шашлычная коллекция. Часть из них мы вот снимали на видео и на фото этой весной. Все, буквально все рецепты сопровождаются QR-кодами. Заходи, смотри, как это было на самом деле. Кебабы, люля-кебаб. Очень много рецептов появилось из Турции, потому что пару лет назад я съездил с кулинарной экспедицией в Турцию и заснял там многие блюда, которые нам совсем не знакомы были. Вот, например, необычные кебабы из Газиантепа. Газиантеп — это город такой в Турции. И с фисташками, и с чесноком, и с мушмулой. Есть тава-кебаб, который ставят в печку. Горит печка, где хлеб пекут, где всякие пиццы пекут. И туда ставят тава-кебаб. В турецкой семье снимали это блюдо. Про бараньи яйца. Я еще раз говорю. Нет в баране ничего, что нужно, что нельзя скушать. Все можно скушать. Хан-кебаб, колбаски с овощами на углях, бараньи ноги и термодинамика. Да, немного науки, потому что кулинария в значительной степени наука. Вот даже графики изменения температуры внутри барана. Как испечь сочное и нежное мясо. Сочное и нежнейшее. В духовке тоже можно получить идеальный результат. Ну, посмотрите, какие фотографии, посмотрите. Как это вам? Фотографии я делаю сам. Делать фотографии еды и детей я не доверяю никому, только сам. Баран на вертеле. Расскажу все, расскажу то, что вы и не видели. Бараний бок с гречневой кашей. Вот недавно этот рецепт был опубликован. Запеченный баран. Вот еще немного из Турции рецептов. Какие специи сочетаются? Вот, например, мята, зира и так далее. Про кухню, про устройство кухни. О том, как устроена эта кухня, как устроена печь, как должна быть устроена печь, как должна быть устроена топка под казаном, какое расстояние от колосника до дна казана, как должны быть устроены дымоходы, как должен быть устроен мангал, в конце концов. Очень, я считаю, интересная и полезная статья, потому что многие люди собираются построить кухню, обращаются ко мне, говорят, дайте нам чертежи, дайте. Не надо вам чертежи. Купил книгу, здесь все есть. Немного из старых рецептов, из того старой версии книги, еще из Азербайджана привезенные, но они тоже не стареют. Они через 500 лет останутся теми же самыми. И баранины за эти 10 лет люди стали есть только больше. Да? Баранина становится все более и более популярным мясом. Когда эта книга издавалась 10 лет назад впервые, люди только начинали еще пробовать баранину, и им эта книга была очень нужна. Но теперь баранину едят все, и я думаю, что эта книга теперь нужна, может быть, еще в большей степени всем. Лагман, хороший, настоящий такой, узбекский лагман. Харчо, тоже долма, а куда без долмы? Азербайджанская долма. Долма басма. Смотрите, какое блюдо. Ух, все басму знают, все долму знают, но что бывает долма басма, не все знают. Про плов. Да, баранина, наверное, все-таки главное мясо для плова. Но рецептов плова здесь немного, потому что о плове у меня издана отдельная книга. Заказывать эту книгу можно на сайте stalik.ru. Ее доставят куда угодно. В любую страну отправят, в любой город отправят. Если поторопитесь, то, может быть, даже успеете получить эту книгу к Новому году. Сегодня эта книга стоит 2600-2900 рублей. Кстати, можете заказать и с автографами, и даже с именными автографами. Я ручаюсь вам, что мои книги стоят этих денег. И о хорошем. Я буду вводить систему поощрения моих подписчиков. Тех подписчиков, которые распространяют мои ролики. Ну, все по-честному, да? Я вам книгу, может быть, даже несколько книг. А вы помогаете мне в распространении моих роликов. Под роликом есть кнопка «Поделиться». Нажимаете и копируете ссылку. Эту ссылку вставляете во всевозможные паблики, на всевозможных социальных сетях. Вставили ссылку на мое видео где-то на стороннем сайте. Берете ссылку на этот сайт и пишите ее мне в комментариях.
Вот так вот пишите первый комментарий. Сталик, я хочу участвовать в конкурсе по распространению ваших ссылок. Да? И внизу под этим комментарием, на свой же собственный комментарий отвечаете. Ссылка номер 1, 2, 3, 40. Я ваши комментарии не раскрываю. Я их раскрою через 5 дней. И все увидят, кто занял первое место в этом конкурсе, кто второе, кто третье. Тот, кто займет первое место, получит эту книгу, плюс еще 2, любые по выбору с моего сайта. Ну, второе, 2 книги, и третье, 1 книгу. Хочешь эту, а хочешь любую другую. Ну и, дорогие друзья, книга была, есть и остается лучшим подарком, тем более на Новый год. Можно подарить родным, можно подарить друзьям, а можно подарить и самому себе, любимому. Желаю вам больших успехов. Спасибо, что посмотрели.